Это проект «Русский через истории» – аудиокурс изучения русского языка по методу сторителлинг. Я Дмитрий Гурбатов, и сегодня я расскажу вам личную историю про алкоголь. Смотрите видео несколько раз, используя поочередно английские и русские субтитры. У меня непростые отношения с алкоголем, я не пью более 10 лет. Но сегодня я расскажу о первом опыте употребления алкоголя. Мне было 16 лет, и я учился в выпускном 11 классе средней школы. В тот день родители уехали с моим младшим братом. Такое случалось редко, и я не мог упустить такую возможность. Мы впятером с друзьями, одноклассниками, Лехой, Андрюхой, Саней и Серегой договорились поехать ко мне после уроков. Это была пятница, и на следующий день в школу идти было не нужно. А самое главное, в центральном парке города, он называется Парк Пушкина, проходила городская дискотека. Шел 91 год, баров и ночных клубов тогда еще не существовало. Помните, это было в СССР. Дискотека представляла собой огражденную металлическими прутьями клетку, где играла музыка, и туда пропускали по билетам. Когда друзья приехали ко мне, один из них вытащил из портфеля бутылку водки, которую украл у родителей. Все обрадовались, кроме меня. В компании только я не пробовал алкоголь. Кроме того, мои родители были учителями и неоднократно предупреждали, насколько это мерзко пить. Но друзья меня уговорили. «Хорош, со 100 граммов ничего с тобой не случится». Имелось в виду, что если выпить такое количество водки, ничего страшного не произойдет. Ничего страшного и не произошло. Это было невероятно. У меня будто крылья выросли. Я тут же решил, что нужно срочно ехать на дискотеку, где нас ждут девчонки. Никто нас, конечно же, не ждал, но вы понимаете. Когда мы ехали в троллейбусе, кондуктор нас чуть не высадил. Мы смеялись, кричали, качались на поручнях и приставали к пассажирам. А на дискотеке я обнаружил в себе способности к брейк-дансу, о которых и не подозревал. Вокруг даже собралась небольшая толпа, чтобы посмотреть на то, что я вытворял. Это привлекло внимание милиции. Так тогда называлась полиция, которая там дежурила. Делать что-то вызывающее в общественном месте не допускалось. Милиционеры подошли и потребовали прекратить безобразие. Куда там? Как хочу, так и танцую. Я стал качать права. В итоге меня забрали в участок, где составили протокол о хулиганстве и позвонили родителям. Через неделю нас вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних. Это что-то типа народного суда для подростков. Мне вынесли строгое предупреждение. Это такая форма наказания. И еще поставили на наркологический учет в больнице. Я должен был периодически ходить туда и доказывать, что не пью. Мне было так стыдно перед родителями, что я поклялся никогда в жизни не пить. И не делал этого до сентября, пока не поступил в университет. Это была небольшая личная история. А если вы хотите не просто слушать истории, но и осваивать с их помощью русский язык, приглашаю вас прослушать первый эпизод нашего курса подкаста «Русский через истории от А до Я». Он посвящен букве А и алкоголю. Из эпизода вы узнаете, сколько в России пьют на самом деле, с чем связан стереотип о пьяных русских, когда в России появилась водка, в чем разница между пьяницей и алкоголиком, и что же означает любопытный глагол «закусывать». В премиум-версии эпизода вас ждет самое важное – практическая часть, где вы тренируете языковые навыки, понимание на слух и говорение с помощью техник расспрашивания истории, точка зрения и обратный перевод. Переходите по ссылке в описании и продолжим.